Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить очень вкусный грузинский салат тбилиси. В оригинальном рецепте он готовится с говядиной, но мне очень нравится он с говяжьим сердцем. И еще я предложу вам второй вариант заправки, который придает салату новый яркий вкус. Так что давайте готовить. У меня сегодня вот такое говяжье сердце. Кратко расскажу, как я его готовлю. Сначала зачищаю его от жира, пленки и жил. Хорошо промываю. В кастрюлю с сердцем отправляю луковицу, лавровый лист, горошину душистого и черного перца. Заливаю воду и ставлю варить. Хотя бульон из сердца я не использую, но пену все же снимаю. Часа через полтора бульон обязательно нужно посолить. Варится сердце часа 2-3, это зависит от размера. У меня оно готовилось 2,5 часа. После того, как сердце сварилось, я оставляю его остывать в бульоне, так оно получается сочным. Остывшее сердце достаю из бульона, убираю в какую-нибудь емкость с крышкой и храню в холодильнике. Обычно мне хватает такого кусочка на 3-4 дня. Если нужно хранить дольше, то лучше сердце заморозить. У меня на канале есть еще рецепт вкусного мясного салата, где вместо говядины тоже можно взять говяжье сердце. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Можно приступать к приготовлению салата. Для него мне понадобится 300 грамм отварного говяжьего сердца, 100 граммов консервированной красной фасоли, 50 граммов орехов, 1 зубчик чеснока, 1 маринованная луковица, 1 сладкий перец, перец чили, кинза, хмели сунели, соль, оливковое масло и бальзамический соус. Сначала нужно замариновать лук, потому что он должен настояться. Для салатов я всегда использую белый или красный лук. Обычно маринованный лук у меня всегда есть в холодильнике. Он прекрасно хранится и получается очень вкусным. Для его приготовления я использую 250 мл воды, 2 столовые ложки сахара, 1,5 чайные ложки соли, 5 столовых ложек уксуса 9% и 2 небольшие луковицы. В ковшик наливаю воду, добавляю соль и сахар, довожу до кипения. А пока нарезаю лук соломкой. Снимаю рассол с огня и вливаю уксус. Заливаю горячим раствором лук и даю ему полностью остыть. После этого лук готов. Попробуйте, лук по этому рецепту действительно получается очень вкусным. Рецепт еще одного вкусного грузинского салата со свеклой и соусом ткемали вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Теперь все готово для сборки салата. Нарезаю сердце тонкой соломкой и перекладываю в миску. Теперь сладкий перец. Я взяла 1 красный и половинку желтого, так ярче краски и красивее салат. Перец тоже нарезаю соломкой и отправляю в миску. Затем измельчаю небольшой кусочек перца чили. Это по желанию. Орехи порублю не сильно мелко, чтобы чувствовались кусочки. Затем отправляю в миску красную фасоль, маринованный лук и натираю на терке зубчик чеснока. Теперь салат нужно посолить, добавить хмели сунели и немного свежемолотого черного перца. Хорошенько все перемешиваю. Нарезаю пучок кинзы и посыпаю салат.
Добавляю немного бальзамического соуса и оливковое масло. Перемешиваю, и салат готов. Еще очень вкусно заправлять такой салат соусом ткемали. Получается настоящий грузинский вкус. Это и есть вторая заправка к моему салату. У меня на канале есть рецепт приготовления ткемали. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Этот грузинский салат получается очень ароматным, красивым, сытным и вкусным. Приготовьте его, и вы не пожалеете. Мои любимые рецепты салатов смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.